Привет, друзья! Сегодня мы заглянем за кулисы немецкой экономики и разберем цифры, которые ставят точку в вечерних спорах о роли приезжих в жизни страны. Федеральное статистическое управление опубликовало отчет, который подтверждает, без людей иностранного происхождения ключевые секторы Германии от медицины и транспорта до стройки и отелей просто остановились бы в один день. Статистика показывает невероятную концентрацию талантов и рабочих рук. Люди с миграционным прошлым поддерживают отрасли, где ощущается хроническая нехватка кадров. Посмотрите на эти цифры. 60% всех сварщиков и специалистов по металловой обработке – это люди, приехавшие из-за границы или их дети. Более половины всех поваров и работников пищевой индустрии в Германии, а это 54%, также имеют иностранные корни. Их участие важно для привычного немецкого сервиса и производства. Но и это не предел. В секторе возведения строительных лесов доля таких сотрудников достигает 48%. Если вы едете в автобусе или трамвае, знайте, почти каждый второй водитель, 47% человек с миграционным прошлым. Мясоперерабатывающая промышленность держится на 46% таких специалистов, а сфера общественного питания на 45%. Особое внимание стоит уделить сфере услуг. Половина всех специалистов по уборке зданий и каждый третий работник в сфере ухода за пожилыми людьми – это те, кто приехал строить свою жизнь в Германии. Даже гордость немецкой индустрии – автомобилестроение на 32% состоит из кадров с иностранным происхождением. Этот масштабный доклад появился в 2026 году не случайно. В стране наблюдается повышенное внимание к теме миграции. Одновременно канцлер Фридрих Мерц стал объектом публичных обсуждений по этому вопросу. Его высказывания «Штатбильд» в внешнем облике немецких городов вызвали волну критики и обвинений в предвзятости. Однако эксперты Института экономических и социальных наук подчеркивают, статистика – вещь упрямая. Магдалена Полочек в интервью прямо заявила, цитата, «Люди с миграционным прошлым поддерживают нашу экономику, а значит и всю нашу страну. Они закрывают позиции в профессиях, которые критически важны для работы общественных служб. Это не просто цифры в отчетах, это фундамент социальной стабильности Германии, который нельзя игнорировать ради политических рейтингов». Однако, несмотря на огромный вклад в промышленность и сервис, ситуация в Германии выглядит далеко не однородной. Статистика вскрыла зоны, которые десятилетиями остаются практически закрытыми для людей с иностранными корнями. В первую очередь речь идет о лице государства, служба экстренной помощи, полиции и органов управления. Здесь люди с миграционным прошлым до сих пор составляют лишь незначительное меньшинство, что создает ощутимый разрыв между госаппаратом и значительной частью общества. Цифры заставляют задуматься. Лишь 8% сотрудников экстренных служб, которые первыми прибывают на вызов, имеют иностранное происхождение. В полиции этот показатель еще ниже, всего лишь 7%. В ведомствах, отвечающих за безопасность и порядок, опыт и понимание культурного контекста значительной части населения страны пока ограничены. Не менее сложная ситуация в образовании. Внимание, в школах лишь от 9 до 12% сотрудников имеют иностранные корни, в то время как в некоторых классах доля детей из семей мигрантов уже давно превышает половину. В налоговых органах ситуация схожая, там эта группа составляет не более 10%. Эксперты отмечают, что властям важно переходить от деклараций к конкретным действиям. Нужно радикально упрощать доступ к качественному образованию и открывать социальные лифты для карьерного роста внутри системы. Магдалена Полочек прямо заявляет, цитата, «Нам предстоит еще очень много наверстать, чтобы рынок труда в этих сферах стал по-настоящему открытым». Чтобы вы понимали масштаб, сегодня 26% всех работников Германии имеют миграционное прошлое. Согласно официальному определению, к этой группе относятся те, кто сам или оба его родителя иммигрировали в Германию после 1950 года. Это миллионы людей, которые интегрировались в немецкую экономику, но сталкиваются с трудностями при устройстве на работу в государственных службах. Но пока внутри Германии спорят о роли тех, кто уже приехал, границы Евросоюза продолжают фиксировать новые рекорды. Хотя правила игры для многих стран-соседей стали гораздо жестче.
Рассмотрим масштабные данные, опубликованные Eurostat. Вопрос: насколько Европа остается привлекательным местом для приезжих? Цифры говорят сами за себя. За отчетный период страны Европейского Союза выдали, внимание, более 3,5 миллионов первичных видов на жительство. А если добавить к списку Швейцарию и Норвегию, то общее число легальных новичков достигает 3 миллиона 570 тысяч человек. На первый взгляд это огромная армия, но по сравнению с тем пиковым 2023 годом мы видим спад на 8%. Это минус 315 тысяч разрешений. Почему кран начали прикручивать? Статистика показывает, что сильнее всего просел сектор трудовой миграции, сразу минус 12%. Воссоединение семей тоже упало на 6,5%. Похоже, Европа стала более избирательно подходить к тем, кто приезжает на длительное проживание. И только одна категория показала рост. Это студенты. Учиться в Европе все еще престижно и, что важно для властей, выгодно. Интересные процессы происходят и в Восточной Европе. Самое резкое падение интереса к переезду зафиксировано у граждан Беларуси – минус 38%. Видимо, значительная часть желающих покинуть эту страну сделала это ранее. Также снизился поток из Турции, Афганистана и Индии. Но давайте посмотрим на страны, которые выдают эти самые ВНЖ. И здесь настоящая аномалия. В Эстонии и Польше спад составил от 24 до 42%. Но самое удивительное – Германия. При острой нехватке свежей рабочей крови Берлин выдает на 18% меньше разрешений, чем годом ранее. Почему страна, которая задыхается без кадров, так неохотно дает документы? Эксперты задаются вопросом, не влияние ли это тех самых популистов, которые блокируют миграционные реформы в Бундестаге. На этом фоне Греция и Кипр, напротив, показывают рост, там рады новым резидентам. Кто же сегодня обеспечивает основной приток в Европейский Союз? В лидерах по-прежнему Украина, почти 300 тысяч первичных ВНЖ. Следом идут Индия и Марокко. Любопытно, что Германия остается приоритетом номер один для индийцев, сирийцев и афганцев, но вот украинцы все чаще выбирают другие страны. Вероятно, дело в языковых барьерах и строгих требованиях к подтверждению дипломов, которые в Германии остаются сложной процедурой. Давайте разберемся, что именно толкает миллионы людей на переезд. И здесь главный двигатель – это работа. Трудоустройство стало основной причиной получения первого вида на жительство для 1 миллиона 100 тысяч человек. Это 32% от всех выданных документов в Евросоюзе. Но если вы думаете, что все едут в богатую Германию, то статистика Eurostat вас удивит. Карта рабочих ВНЖ выглядит очень неоднородно. Например, в Хорватии работа – это причина 95% всех выданных документов. Похожая ситуация и в Литве 82%, и Румынии 77%. Но настоящий пылесос рабочих рук из-за пределов Европейского Союза – это Польша. Она выдала почти 338 тысяч первинных разрешений именно для трудоустройства. Для сравнения, Испания выдала всего лишь 96 тысяч, а Германия всего 77 тысяч. Почему же Польша так сильно опережает Германию? Ответ прост, хоть и суров. Большинство ВНЖ по работе в Польше получили граждане Украины и Беларуси. Польша лидирует, потому что там можно начать работать без высокой квалификации и идеального знания языка. Этот труд порой непростой и с невысокой оплатой, но именно эти работники поддерживают экономическую активность Польши. Интересно, что при активном участии украинцев и белорусов в польской экономике тема их присутствия иногда становится объектом публичных дискуссий. И еще интересный момент в статистике касается пола заявителей. Для мужчин главной причиной переезда остается работа, а вот для женщин на первом месте стоит семья. Почти 1 миллион человек, а это 27% от общего числа, получили ВНЖ по семейным обстоятельствам. Воссоединение семей стало главным фактором в таких странах, как Люксембург, Швейцария, Бельгия и, конечно, Германия. Германия здесь занимает второе место в Европе, выдав 197 тысяч семейных разрешений, уступив только Испании с ее 258 тысячами. Также в лидерах Италия и Франция. Если смотреть на страны происхождения, то семья – это главный повод для переезда граждан Марокко 47%, Колумбии 45% и Турции 35%.
Европа остается тем местом, где люди не просто ищут заработок, но и стремятся сохранить свои семьи, несмотря на все бюрократические сложности 2026 года. Если работа и семья – это классика миграции, то образование в 2026 году стало настоящим тихим трендом. В прошлом году страны Евросоюза выдали внимание почти 550 тысяч первичных видов на жительство и именно студентов. Это 16% от общего потока. И здесь есть свои чемпионы. Для Ирландии и Франции учеба – это вообще главная причина приезда иностранцев. Но если смотреть на абсолютные цифры, то основными магнитами, скажем так, для студентов из стран вне Европейского Союза остаются Испания, Франция и, конечно, Германия. Интересное распределение по странам происхождения. Самую большую группу студентов сегодня составляют граждане Индии, причем почти треть всех индийских учебных ВНЖ была выдана именно в Германии. Немецкие дипломаты по-прежнему высоко ценятся на Востоке, а вот для граждан Китая образование стало абсолютным приоритетом. Каждый третий китаец едет в Европу именно за знаниями. Что здесь любопытно? В этой сфере гендерный баланс почти идеален. Мужчины и женщины едут учиться в равных пропорциях. Но есть и другие причины для получения документов. Это международная защита, то есть статус беженца и категории вроде обеспеченных пенсионеров. На них пришлось более 880 тысяч разрешений в 2024 году. Чаще всего такие документы выдавали Греция, Италия и Австрия. Сирийцы предсказуемо возглавили этот список, и более половины всех их разрешений были выданы в Германии. Однако эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы эти цифры резко упадут. Ситуация в Сирии постепенно стабилизируется, и возможности для получения международной защиты сокращаются. Также в лидерах по гуманитарным причинам это граждане Афганистана 85% и Бангладеш 41%. В случае с Бангладеш высокий процент эксперты объясняют регулярными миграционными амнистиями в ряде стран Южной Европы. При этом важно понимать, лица, находящиеся под временной защитой, например, те, кто покинул Украину, в эту общую статистику Евростат не попадают, у них особый правовой статус. Кто же в итоге выдал больше всего разрешений? На первом месте Испания, 562 тысячи документов, и сразу за ней, та-дам, Германия с показателем 545 тысяч. Замыкает тройку Польша. Логика простая. Больше экономики требует много новых людей. Но если смотреть на плотность новых разрешений на проживание, то лидируют небольшие страны Мальта и Кипр. Там на каждую тысячу местных жителей приходится 40-50 новичков. В среднем же по Евросоюзу на 1000 человек населения выдается около 8 новых разрешений. Много это или мало, вопрос открытый, но именно эти 8 человек из 1000 сегодня заметно влияют на демографическую картину всей Европы. Давайте вернемся немного назад и заглянем в предысторию того, что происходило вчера. Февральские федеральные выборы 2025 года в Германии прошли под знаком миграционного вопроса. Лидер консервативного союза ЦДУ-ХДС Фридрих Мерц сделал ставку на жесткую риторику, и это принесло ему кресло канцлера. Но сегодня, в 2026 году, появляются новые подробности. Новое исследование показывает, сдвиг партии вправо не прибавил ей сил, а наоборот стоил огромного количества потерянных голосов. Интересно, что критическая оценка появилась внутри политического лагеря. Исследование провел фонд Конрада Аденауэра, который напрямую связан с партией Мерца. Их выводы ставят под вопрос стратегию канцлера. Мерц утверждал, что победить крайне правых из альтернативы для Германии можно только одним способом – перехватив их повестку и ограничив миграцию. Эксперты фонда пришли к противоположному выводу – эта стратегия не дала ожидаемого результата. Вместо того, чтобы забирать голоса у правых, Союзу следовало сосредоточиться на экономике. Данные показывают, что акцент на миграции с января 2025 года не принес партии никакой выгоды. Напротив, сравнение предвыборных опросов с итоговыми протоколами выяснило опасную тенденцию. Союз не смог удержать своего ядерного избирателя. Люди, которые симпатизировали Мерцу еще в конце 2024 года, в итоге ушли к социал-демократам или зеленым. И причина здесь не в экономике. Избиратели отмечали, что их насторожила дискуссия об отмене так называемого Брандмауэра. Это политического барьера между основными партиями и крайне правыми.
Часть избирателей опасалась возможного сотрудничества Союза с партией «Альтернатива для Германии». В результате Мерц оказался в сложной политической ситуации. Ему не удалось вернуть избирателей, перешедших к более радикальным партиям, и одновременно часть прежних сторонников дистанцировалась из-за жесткой риторики по миграции. В 2026 году этот политический просчет стал очевиден для всех, поставив под вопрос устойчивость текущего курса правительства. Если стратегия канцлера Мерца привела к электоральным потерям, то возникает вопрос: какая же политическая сила получила наибольшую выгоду? Ответ оказался крайне неожиданным для многих аналитиков в Берлине. Левая партия, которую еще недавно многие считали политически ослабленной, показала заметный электоральный рост. Находясь на грани вылета из Бундестага с рейтингом, напомню, ниже 5%, они внезапно финишировали с результатом 8,8%. Это стало заметным возвращением партии в активную политическую конкуренцию. Исследования фонда Аденауэра четко называют причины такого взлета. Левые смогли стать тем самым антиполюсом против правой повестки и альтернативы для Германии, которую так искал либеральный избиратель. Пока консерваторы из ХДС, ХСС акцентировали внимание на миграционной повестке, левая партия сосредоточилась на вопросах стоимости аренды, налогов и социальной политики. По сути, акцент Мерца на миграции позволил левой партии привлечь часть избирателей, уставших от длительных политических споров о границах иммиграции. Чтобы эти выводы не казались голословными, аналитики опирались на колоссальный объем данных. Агентство Ipsos провело два масштабных этапа опросов: более 3500 человек в конце 2024 года и еще 4000 сразу после февральских выборов 2025. Эти цифры подтверждают, иммиграция вовсе не была главной заботой сторонников самого Мерца. Посмотрите на этот разброс. Почти 30% избирателей ХДС-ХСС назвали главной причину слабую экономику, инфляцию и разваливающуюся инфраструктуру. Миграционные вопросы волновали всего лишь 19% сторонников консерваторов, уступая место даже опасениям по поводу международных конфликтов и внешней политики. На другом конце спектра у левой партии картина еще более четкая. На первом месте социальная несправедливость, бедность и заоблачные цены на аренду жилья 21%, а следом страх перед ростом ксенофобии. Итог 2026 года очевиден. Немецкий избиратель оказался куда более прагматичным, чем думали в штабе канцлера. Пока политики спорили о внешнем виде городов, люди искали тех, кто предложит решение их финансовых проблем. И этот разрыв между повесткой правительства и реальными нуждами граждан становится серьезным вызовом для текущего коалиционного соглашения. Несмотря на итоговые цифры, триумф блока ХДС-ХСС на последних выборах в Бундестаг оставил горькое послевкусие. Да, они официально стали первой силой страны, набрав, напомню, 28,5% голосов и получив формальное преимущество. Но если присмотреться, эта победа выглядит скорее ограниченным успехом, чем уверенным политическим прорывом. Всего за 2 месяца до дня голосования политические радары предсказывали блоку уверенный взлет. Опросы стабильно давали, помните, им около 33%. В штаб-квартире уже рассчитывали на уверенное возвращение в кресло канцлера сильных политических позиций, однако реальность внесла свои коррективы. Под руководством Фридриха Мерца консерваторы решили сделать ставку на более жесткую стратегию. Пытаясь перехватить часть электоральной повестки, они сместили акцент кампании на одну из самых обсуждаемых тем – иммиграцию. Мерц заговорил о фундаментальном развороте, предлагая масштабные изменения: введение постоянного пограничного контроля, увеличение числа депортаций и ужесточение правил получения немецкого гражданства. Однако наибольшее внимание вызвала резолюция ХДС об ограничении миграции. Проблема была не в самом документе, а в том, как он был принят. Его поддержали голосами АДГ, альтернатива для Германии. После этого голосования в немецкой политике, помните, началась активная дискуссия. Многие политологи заявили, что это голосование стало серьезным испытанием для так называемого Брандмауэра.
негласном санитарном кордоне, который годами оберегал немецкую политику от любого сотрудничества с ультраправыми. Пытаясь конкурировать на том же политическом поле, ХДС, по мнению некоторых аналитиков, могла преднамеренно усилить позиции своих оппонентов. На этой тревожной ноте наш разбор подходит к концу. Мы с вами только что увидели, как традиционные политические союзы меняются, а привычные правила политической конкуренции постепенно трансформируются. Спасибо, что прошли этот путь вместе с нами. Подписывайтесь, чтобы не пропустить анализ новых политических потрясений.